Всем привет! Совсем недавно, а именно 29 сентября, начались продажи в Китае достаточно интересных смартфонов от компании Huawei. Nova 9 и Nova 9 Pro. Оба новых смартфона работают под управлением фирменной операционной системы Huawei Harmony OS 2.0.1. И оба смартфона не получили поддержки сотовых сетей пятого поколения 5G, лишь 4G LTE. И вот прошел практически один месяц, и производитель объявил о выходе на мировой рынок Huawei Nova 9. Это действительно обрадовало многочисленных фанатов, а также простых пользователей. К сожалению, есть одно но. Старшая версия, а именно Nova 9 Pro, остается эксклюзивной для Китая. Это, честно говоря, действительно расстраивает. Глобальная версия смартфона Huawei Nova 9 построена по-прежнему на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 778G. При этом модема для работы в сетях пятого поколения тут также нет, что очень расстраивает. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт. Пользователям доступны 128 или 256 гигабайт своей флеш-памяти. Но самое главное, что хотят услышать многие пользователи: получили ли мы в глобальной версии смартфона сервисы Google и магазин приложений Google Play. По логике вещей мы должны это все получить, но компания Huawei решила все иначе. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, смартфон оснащен изогнутой по бокам OLED-дисплеем на 6,57 дюйма. Напоминаю, суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселя позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселя и, следовательно, качество изображения. Насыщенные цвета и энергосбережение, а также идеальный черный цвет — это основные преимущества OLED-матрицы. Разрешение смартфона, как и у всех конкурентов, Full HD плюс 1080 на 2340 пикселей, но с кадровой частотой, что немаловажно, 120 Гц. Более быстрое время обновления также означает меньшую задержку, поскольку пиксели обновляются чаще. Дисплей отображает до 1 миллиарда цветов и поддерживает частоту дискретизации 300 Гц для улучшенного отклика. В основе аппаратной платформы лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 778G. Чип представлен для применения в продвинутых смартфонах среднего уровня. Напоминаю, данное решение совсем недавно получил смартфон Xiaomi Civi. Процессор изготавливается по 6-нанометровой технологии. В состав процессора входят 8 вычислительных ядер Creo 670 с тактовой частотой 2,4 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 642L с поддержкой Vulkan 1.1, OpenGL 3S3.1, OpenCL 2.0, HDR10 и HDR10+. В арсенале чипа адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, а также контроллер NFC. Возможно использование сканеров отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic и 3D Sonic Max. Ну и конечно же компания Huawei сделала отличную основную камеру. Четверная камера сочетает главный датчик на 50 мегапиксель диафрагма f1.9, широкоугольный модуль на 8 мегапиксель диафрагма f2.2, макромодуль на 2 мегапикселя диафрагма f2.4 и датчик глубины на 2 мегапикселя диафрагма f2.4. По заявлению Huawei, она способна улавливать на 40% больше света, чем привычный нам RGB матрицы. Технология XD Vision в смартфоне Huawei Nova 9 применяет сложные техники вычислительной фотографии для улучшения качества и детализации изображения. Для съемки динамических и неподвижных кадров можно применять интеллектуальное распознавание снимков, обеспечивающее высокую четкость при фиксации важных моментов. Также смартфон оснащен фронтальной камерой на 32 мегапикселя f2.8, которая, как и задняя камера, поддерживает съемку в формате 4К и технологию стабилизации
видео, что является большим плюсом. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт. В комплекте вы найдете блок питания на 66 Вт, который с 0 до сотни заряжает смартфон всего лишь за 38 минут. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет. Несмотря на выход за пределами Китая, смартфон не имеет мобильных сервисов Google и магазина приложений Google Play. Он работает под управлением фирменной оболочки MIUI 12 поверх Android 11. А это нам дает новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений. Новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры. Имеется улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок. А также мы имеем примерное местоположение пользователя для конфиденциальности и безопасности. Huawei Nova 9 предлагается в двух цветах по цене от $500. Смартфон доступен в новом синем цвете. Он создан благодаря процессу AG Glass, который придает уникальную текстуру корпусу с акцентом на модули камеры. Также, что немаловажно, в наше время компания Huawei предлагает бесплатную замену разбитого экрана в течение первого года. Предварительные продажи начинаются уже сегодня. За предзаказ покупатели получат наушники Huawei FreeBuds 4, что является большим плюсом. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Huawei Nova 9 получился очень и очень хороший смартфон. Единственное, что вы должны знать, это то, что многие фанаты, а также простые пользователи, увы, не купят данный смартфон, потому что он не имеет сервисы Google. Для некоторых людей это очень важный пункт. И не каждый пользователь может мириться с этим упущением от компании Huawei. Но смартфон получился очень крутой, очень производительный, на среднем уровне, то есть без проблем он может потягаться с такими смартфонами, как Xiaomi, Civi и так далее. То есть такой же процессор, оперативной памяти столько же и так далее. Но самое главное, что мы тут имеем цену в $500. На мой взгляд, это действительно стоящее решение, тем более те характеристики, которые нам предлагает Huawei, заслуживают внимания. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.